Так, привет всем. Давайте поговорим о монстрах, типы монстров, что и как и зачем. Поехали. Есть, получается, я уже говорил, задание зачистка провинции. Здесь убивать монстров каждого уровня. Далее. Есть событие, вот, к примеру, скоро начнется, через 2 дня, да? Осада нежити. Здесь тоже получаешь награды за них. Запускает обычно либо R5, либо R4 альянса. И здесь вот показаны уровни. Всего 10 уровней. 10 волн. За которые вы получаете награды. При уроне альянса, если в рейтинг попадаете, то получаете еще взносы и очки альянса. Личный урон. За личный урон тоже еще получаете дополнительно вот это все дело. Так вот, чем больше волн монстров вы выдержите, тем лучше. И чем больше процент, тем лучше. Когда запускается осада нежити, ваш самый сильный легион должен находиться в замке. Не где-то, не на добыче, не в походе, а именно в замке. Иначе, если вы 2 волны менее чем на 50% по вам прошли, то все последующие волны автоматически прекращаются, и вы не получаете награды, потому что вы проигрываете. Поэтому, если написали о том, что будет запущено в такое-то время нежить, уводите войска обратно в замок, чтобы получить награды. Да, награды, может быть, и не такие большие, но тем не менее они вам помогут. Далее. Идут монстры на карте. Есть обычные, которые вы можете сами бить. Вот они. Каждый из этих монстров, получается, лагерь разбойников. Давайте перейдем. Первого уровня нету рядом. 4-го. Допустим. Чтобы на него напасть, вашего легиона, которым вы собираетесь на него идти, должно быть как минимум 13 тысяч БМ войск. Но дело в том, что 13 тысяч это очень мало, вы не пробьете его. Здесь нужно сделать следующим образом. Я обычно делаю как? Вот требуется 13 тысяч. Я умножаю это на 2, 26 и прибавляю еще столько же, сколько нужно. То есть, грубо говоря, 40 тысяч БМ у вашего легиона должно быть, чтобы напасть на вот этот вот лагерь разбойников. Тогда потери войск не такие уж большие будут. Если у вас недостаточно боевой мощи, к примеру, вы пойдете сейчас, грубо говоря, давайте возьмем 4-го 12 тысяч. Есть где-то здесь больше уровня. Где-то больше уровня. Что-то искать. Грубо говоря, так, 6-го нет. 5-й есть. 17,5 тысяч. Вот смотрите. У нас, к примеру, 20 тысяч БМ у легиона. Мы отправляем на него, и мы проигрываем. По одной простой причине, что наш БМ и БМ вот этого лагеря, армии, находящейся в нем, практически одинаковый. И вы, к примеру, идете войсками Т3.
а там уже войска Т4. Вот из-за этого вы и проиграете. И придется либо еще раз отправлять с большими потерями войска, чтобы победить его. Но лучше сделать по тому принципу, по которому я. То есть вот у меня 38 тысяч БМ легиона, да. Грубо говоря, даже вот на основе этого задания зачистка провинции нам нужен сейчас железный мечник 6 уровня. Самый слабый, кстати, из монстров. Вблизи 100 километров нету ни одного 6 уровня. Хотя мне уже 6 уровня нужны. Мне нужно перемещаться с этого места в другое. Так, далее. Каждый вид монстров имеет свои награды. Вы получаете опыт, вы получаете с повстанцев мрамор. С бандитов вы получаете дерево случайным образом от 6 до 8 тысяч. Это на 3-м уровне. На 4-м уже идет там тоже. На 5-м там будет уже выше. Змея пустыни. Это у нас железо. Самое выгодное, вот на кого ходить, если просто прокачивать легион, прокачивать героев, находящихся в легионе, то это змея пустыни. Только по той простой причине, что он дает железо, и железо нужно всегда. Железный мечник — это у нас еда. Лагерь разбойников — это у нас золото. Но золото он настолько мало дает, что тут вообще никак не выгодно. Так. Далее идут великаны. Дикий великан. Один вы его убить не сможете. Награды, которые вы 100% получаете, это зависит от того, какой уровень, такие награды. То есть, вот, к примеру, первый уровень, он дает всего лишь 100 экспо свиток, 5-минутный ускоритель и 11 5-минутных ускорителей и 50 кристаллов. Ну и один свиток обычного найма. Сейчас покажу следующего уровня. 5-го уровня. Здесь уже нам нужно 30 БМ рекомендуемое, это одного легиона. Если вы, к примеру, вдвоем с кем-то пойдете, у вас у обоих там 30-38 БМ, как у меня, то вы можете его и не осилить. То есть тут надо где-то около 60 КБМ, желательно 70 КБМ у одного только легиона. То есть в общей сложности, чтобы минимум двое. И на эти оба легиона у вас должно быть хотя бы там 120 БМ. 120 тысяч. Здесь уже награды идут пожирнее. 10-минутные. Одна штука. Здесь уже идут 3 часовые. 100 кристаллов. Далее. 10 уровня. Здесь уже идет 200. 5 часовых. 3 10-минутных. Здесь вот эти 8 штук по 5к опыта. Ну, здесь получается уже 250 тысяч золота. Плюс это вот эти награды даются только раз в день. То есть, если вы сходили на него, то больше вы получать не сможете только на следующие сутки. Как только следующие игровые сутки начинаются, вы сможете этот сброс, потому что происходит по 00 игрового времени. А вот это получать вы будете всегда, если пойдете там с кем-то помочь там или
сами будете созывать там второй, третий раз за день, то вы это получите. Но его невыгодно бить в плане выносливости. На него тратится 20 выносливости. Поэтому самое выгодное сходить один раз на него в день и потом уже качаться на обычных мобах. Далее. Ну, у 15-го там награды, понятно, еще больше. Вот самое выгодное это 15-й. На него всего лишь 300 тысяч БМ надо. Это не так много, не так мало. Это обычно войска Т6, там 2 героя в профессиональном легионе. Даже Т5 войска пойдут. Здесь получается 1 часовой, 7 часовых, то есть 8 часовых вы получаете за один раз в сутки. 200 этого. 8 по 25 тысяч золота. Вот 20-й, 25-й уже невыгодны. Нету 25-х здесь, потому что там БМ уже надо не 300 тысяч, а 600 тысяч. На последнего там вообще миллион. И награда там всего лишь добавляется. Вот этот одночасовой там будет не 7, а 8. А по самоцветам то же самое. Поэтому самое выгодное это вот ходить на него. И есть еще так называемые разрушители. В районе 100 километров нету. Давайте найдем за пределами 100 километров. Разрушители точно так же, как и великаны, расходуют 20 вашей выносливости. Надо в ту сторону идти. Где уже мобы выше уровнем. Так, самое, наверное, простое это сделать следующим образом. Вот сюда, в центр карты куда-нибудь. Вот они, разрушители. Здесь вы получаете драконит и материалы, случайные материалы для создания брони. К примеру, я его сейчас не могу убить 14 уровня. Во-первых, у меня БМ не хватит, а во-вторых, я еще не убил 13 уровня. Чтобы убить, к примеру, 13 уровня, мне нужно убить 11, чтобы 10. Я максимум сейчас только могу убить 6. То есть я еще 6 не убил. Здесь получается 19 тысяч БМ. Получаете белые материалы брони, драконит. И еще есть темный принц. Темные принцы появляются во время хаоса. Когда начнется хаос или так называемый рок, на карте будут черные принцы. Они тоже расположены. Они все 10 уровня. И на них также только атака рейдом, как и на великана. И там тоже огромные награды только раз в сутки. А остальное там идут уже мелочевка. На этом аккаунте я показать не смогу, потому что у нас в этой провинции рок не идет. Ну, вот это, собственно говоря, все виды монстров. То есть эти атаки рейдом, если вы состоите в альянсе и видите, к примеру, вот в войне, да, здесь у нас сейчас только атакуют, кто-то собирает на великана, там 10-го, 15-го, сразу же идите. Как минимум 10-го там или 15-го, если у вас у самих не хватает, то есть
вы можете только вот этого там бить первого или там максимум там, пятого, да, великана, то лучше дождитесь, когда кто-то из больших создаст, и у кого много мест, вот, к примеру, сейчас, чтобы создать, вот я создам, так, пробный, сразу же отменю, ну, вот, поход, да, создали. У меня только 2 места. Вот. У меня только 2 места на этом аккаунте. Чтобы увеличить место для похода на монстров, и не только монстров, вообще, чтобы ходить, атаковать кого-то рейдами, нужно прокачивать вот это здание, боевая академия. То есть на 4-м уровне у вас уже будет еще плюс 1 человек, то есть вы уже будете ходить втроем. На 8-м вы уже будете ходить вчетвером. И на 12-м уровне вы уже будете ходить полным составом, в 5 человек максимально можно ходить. То есть один вы, еще 4 человека с вами. Вот. При атаке рейдом смотрите, слишком... Если вы далеко находитесь от своих союзников, вот как я, да, вот, вся основная наша здесь вот находится, да, то делайте длительность на час. Потому что пока там кто-то дойдет до вас, чтобы вам помочь убить, вы поставите, к примеру, 30 минут, а человеку идти 35. В итоге он потратит время, дойдет, у вас время пройдет, этот рейд распустится из-за того, что к вам никто не присоединился. А человек, который бежал, он просто потратит впустую и выносливость, и время. Так что старайтесь отслеживать. Вот я вот здесь вот я нахожусь. Если бы я создавал, я бы создал бы на час рейд. Самое среднее лучше, если вы видите, что недалеко есть союзники от вас, и они онлайн, просто берите, делайте на 30 минут. И не забывайте еще также ставить вот эту галочку, атаковать сразу после заполнения. То есть как только у вас все места в легионе в рейде заполнятся, ваши войска сразу же выступят. Если, к примеру, у вас остается еще одно свободное время, то по окончанию 30 минут вы автоматически идете атаковать. Если вы не поставите эту галочку, то тоже только через 30 минут у вас выйдет. А вдруг к вам кто-то... Вы создали, а человек находится рядом, там в 3 минутах от вас. Он добежал к вам уже в подкрепление и будет ждать эти полчаса. А так создали, он забежал, вы сразу же пошли атаковали, вы потратили не более 5-10 минут. Ну, это вот все особенности прихождения на монстров, самих монстров. Еще раз напоминаю, самое выгодное бить змею пустыни. Можно каким-то средним легионом будет тратить выносливость по на разрушителей, чтобы получать материалы для создания брони, либо выбирать какой-то день и целенаправленно просто ходить по разрушителям, тратить по 20 этой выносливости, чтобы собирать куски для создания брони. Но о ней мы поговорим отдельно. А с монстрами, я думаю, все.